тот момент, когда клетка перестает функционировать и не может справиться, эта молочная кислота может накапливаться. Почему это происходит? И по моему мнению, это может происходить за счет непроницаемости мембран, мембран клетки. Что влияет на проходимость мембран? Проходимость мембран зависит от энзимов, которые помогают проходить этим клеткам или этим мембранам дышать. А дыхание клетки происходит за счет двух компонентов. Это калий и натрий. И это называется калий-натриевым насосом. Сбои при увеличении калия или при увеличении натрия. При увеличении натрия это может быть на фоне, допустим, ацидоза, а увеличение калия на фоне алкалоза. То есть это либо очень высокая кислотность крови, либо очень низкая кислотность крови. Ну и одно и другое выводит организм из состояния равновесия, изменяя общий гомеостаз. Таким образом накапливается от клетки молочная кислота. Не знаю, вы что-нибудь поняли или нет. Вот в тот момент, когда молочная кислота появилась в клетке, то эта клетка, она не может справиться с ней, отключается процесс влияния на клетку пируват-киназы. И в этот момент клетка, она начинает сама по себе функционировать. То есть она считает себя самостоятельной и начинает разрастаться, объединяясь в каскад с другими клетками, создавая такой конгломерат. Это может быть связано с чем угодно, как со стрессами. Знаете, когда говорят там голод или там любое движение, это основа нашей жизни, формирование молочной кислоты. Но есть тайна. Эта тайна заключается в том, что молочная кислота может расщепляться. И она может расщепляться за счет аммиака.